Рыбалка — это увлекательное занятие, которое может быть как хобби, так и полноценной работой для многих людей по всему миру. Ловля рыбы обеспечивает не только возможность насладиться живописными природными ландшафтами и отдохнуть на свежем воздухе, но и оказаться в центре множества удивительных открытий и невероятных событий. Порой, когда рыбаки, вооруженные удочками и терпением, спускаются к воде, они делают действительно удивительные находки, которые порой ставят перед ними бесчисленные вопросы и открывают новые горизонты исследования. В данной статье мы рассмотрим самые любопытные находки и открытия, которые были сделаны рыбаками в разных уголках планеты. Эти истории могут удивить, восхитить и заставить задуматься о том, какие тайны скрывают глубины океанов и рек, и чего мы еще не знаем о подводном мире, который, безусловно, полон чудес и ярких примеров удивительного разнообразия жизни. Гренландская акула. В 2018 году известный исследователь и рыболов Джереми Уэйт поймал гренландскую акулу в Северной Атлантике. Этот трепетный момент был уникальным не только из-за самого факта ловли, но и из-за характеристик пойманного существа, которое произвело на него сильное впечатление. Длина акулы составила около 4 метров, а ее вес достиг 400 килограммов, что делает ее одной из самых крупных акул в океанах. Поразительно. Но, согласно оценкам ученых, возраст этой акулы мог достигать 100-150 лет, что делает ее одной из долгожителей среди рыб. Такой долгий срок жизни удивительный как с точки зрения биологии, так и с точки зрения экологии, поскольку это говорит о том, насколько важно сохранять морскую жизнь и обеспечивать возможности для ее выживания. Важно отметить, что акула была отпущена обратно в океан из-за полученных травм, что демонстрирует ответственный подход к ловле, способность к состраданию и важность бережного отношения ко всем морским существам, которые обитают в этом сложном и чувствительном экосистеме. Колоссальный кальмар. Следующим значимым открытием рыбаков стал детеныш колоссального кальмара, пойманный в 2007 году в водах Антарктиды. Этот юный кальмар имел длину тела 6 метров, что само по себе впечатляет и говорит о колоссальных размерах его взрослых сородичей. Взрослые особи колоссального кальмара способны достигать более чем 13 метров в длину, что делает их одним из самых поразительных созданий подводного мира. Эти загадочные существа известны тем, что охотятся на кашалотов и антарктических клыкачей, что показывает их хищную природу и удивительное мастерство охоты. Открытие этого детеныша кальмара подчеркивает, насколько мало мы знаем о глубинах океана и его удивительных жителях, которые живут в условиях, непонятных большинству людей. В результате таких находок у ученых возникает необходимость более глубокого изучения и понимания экологии глубоководных существ и их роли в природных системах, что, в свою очередь, подчеркивает важность охраны морских экосистем для будущих поколений. Двухголовый сом. Кроме впечатляющих размеров, рыбаки иногда сталкиваются с настоящими чудесами природы, которые ставят под сомнение привычные представления о живых организмах и их развитии. Так, в Юго-Восточной Азии был пойман сом с 2 головами. Одна голова находилась на месте хвоста, а другая — в привычном для сома меду, что дало возможность ученым сделать вывод, что это уникальный случай сиамских близнецов, которые развились в утробе матери. Причины мутаций у рыб пока остаются неясными. Однако такие находки напоминают нам о непредсказуемости природы и о том, как различные факторы могут влиять на развитие живых организмов в дикой среде. Ученые продолжают исследовать такие явления,
стремясь раскрыть тайны, связанные с генетическими отклонениями и аномалиями. Эти уникальные случаи не только удивляют, но и служат полем для научных исследований и изучения, открывая новые двери к пониманию биологии и экологии животных, что может изменить наше восприятие живой природы и ее сложных механизмов. Гигантская золотая рыбка. Еще одним удивительным открытием стала огромная золотая рыбка, пойманная Энди Хакетом, весом более 39 килограммов. Это не было обычное рыбацкое достижение. Эта золотая рыбка оказалась гибридом кожаного карпа и карпа кои, что не только подчеркивает разнообразие рыбных видов, но и показывает, насколько сильно смешение видов может приводить к созданию уникальных представителей фауны. По оценкам, рыбке было около 20 лет, и она, как и многие другие удивительные находки, была отпущена обратно в озеро, что отражает бережное отношение рыболова к природе и обеспокоенность охраной редких и уникальных видов. Это открытие служит еще одним примером того, как важно заботиться о нашем окружении, ведь каждая потерянная возможная особь может иметь значение для экосистемы. Рыбалка таким образом становится не только хобби, но и возможностью наблюдать за чудесами природы, вызывая у людей глубокое уважение к ее многогранности. Краснозубый спинорог. Краснозубый спинорог также пугает своим необычным внешним видом, вызывая интерес и изучение со стороны ученых. Эти рыбы имеют красные зубы и острые шипы, что делает их менее привлекательными для хищников и эффективно защищает от нападений. Рыбаки иногда ловят таких необычных особей, что свидетельствует о разнообразии жизни в море и в биосфере в целом. Данные рыбы прячутся в укрытиях, чтобы защититься от опасностей и уменьшить риск поимки, демонстрируя тем самым свой адаптивный механизм выживания в дикой природе. Этот механизм также открывает двери для исследований, чтобы лучше понять, как животные адаптируются к изменениям в среде обитания, таким как влияние климатических изменений и изменения в экосистемах. Каждая такая находка еще раз подчеркивает важность охраны морских экосистем и изучения ее обитателей, что может помочь в сохранении нашего общего наследия и ресурса. Инцидент с монстром. Иногда занятия рыбалкой приводят к неожиданным инцидентам, которые поднимают настроение и заставляют людей задаться вопросами о том, что такое реальность. В 2018 году рыбаки из Таиланда столкнулись с жутким существом, которое напоминало утопленника с пастью акулы и наводило на мысли о неопознанных морских существах. Эта встреча испытала не только страх, но и удивление, и они успели запечатлеть монстра на видео, что привлекло внимание не только местных жителей, но и широкой общественности. Но, несмотря на убедительные доказательства, многие пользователи не поверили в правдивость этой истории, что подчеркивает, как иногда ограниченные представления о возможностях природы могут затмить научные факты. Эти события привлекают внимание к вопросам морской биологии, фауны и фольклора, а также поднимают важные вопросы о поведении и традициях в рыболовной культуре. В 2020 году в Таиланде была поймана мертвая бородавчатка, рыба, которая находилась в страхе у местных жителей и считалась предвестником бедствий. Бородавчатки – одни из самых ядовитых рыб в мире, обладающие шипами, содержащими токсичный яд, использующимся как для охоты, так и для самообороны. Эта находка обострила интерес к изучению ядовитых морских существ, их роли в экосистемах и их воздействию на экосистему. Понимание их поведения и воздействия на окружающую среду может сыграть ключевую роль в сохранении здоровья морских экосистем и может помочь в разработке методов лечения для тех, кто может столкнуться с их ядами.
Эта ситуация также подчеркивает необходимость повышенного обучения и информирования рыболовов о потенциально опасных морских существах, чтобы минимизировать риски и подготовить их к безопасной ловле. Панцирная тригла. Панцирная тригла, также известная как морской петух, является еще одной необычной находкой, имеющей своеобразный защитный панцирь и необычный внешний вид. Эти рыбы обитают на значительных глубинах и встречаются у берегов только весной во время нереста, что делает их появление в водах редким явлением. Они привлекают внимание не только рыбаков, но и ученых, исследующих подводные эволюционные тренды и адаптации, произошедшие за многие годы. Эта рыба демонстрирует адаптивный механизм, который помогает ей выживать в условиях океанской среды, и ее изучение может дать представление о том, как вмешательство человека в среду обитания или изменение климата могут повлиять на популяции таких видов. Научное изучение таких необычных рыб помогает расширить наши знания о морской биологии и экосистемах, изучая, как разнообразие видов влияет на равновесие в морских средах. Послание в бутылке. Еще одной интересной находкой в нашем исследовании стало послание в бутылке, найденное французским рыбаком в 2023 году. Бутылка была брошена в Атлантический океан в 1992 году с посланием от пятиклассника Бена Лайнса, который хотел узнать, куда его доставят волны, что делает эту находку особенно романтичной и трогательной. Открытие этой бутылки не только приятно удивило рыбака, но и стало символом связи между людьми через время и пространство. Пример такого послания подчеркивает, как даже простые вещи могут преодолеть расстояние и время, создавая уникальные истории, которые связывают вчера и сегодня. Эти истории о находках посланий в бутылках вдохновляют людей исследовать океаны и их загадки, а ее известие привело к многочисленным обсуждениям о приключениях и тайнах не только на воде, но и в жизни людей. Панцирный сом. В 2023 году в Бразилии был замечен панцирный сом — уникальное существо, которое перемещалось по пескам, подчеркивая способность рыбы адаптироваться к условиям. Эти рыбы имеют уникальную способность дышать воздухом и могут находиться без воды до нескольких часов, что делает их выдающимися представителями морской жизни. Эта особенность позволяет им адаптироваться к различным условиям и трудностям, и их поведение открывает двери для научных исследований, чтобы понять, как они способны выживать вне привычной им среды обитания. Изучение таких адаптаций дает важные данные о том, как животные эволюционируют и приспосабливаются к окружающей среде, что может помочь в исследованиях, связанных с изменениями климата и влиянием человека на природу. Панцирные сомы становятся образцом живой эволюции, которая наилучшим образом показывает, как быстро сумеют адаптироваться и выжить на планете при изменении условий. Обломки ракеты. В 2022 году на Филиппинах были найдены обломки китайской ракеты-носителя, что стало 4-м случаем падения космического мусора в океан. Это событие вызвало волну обсуждений и расследований в научном сообществе, СМИ и среди местных жителей. Поэтому многие стали тревожиться о последствиях такого явления. Найденные обломки стали важным предметом обсуждения в контексте безопасности спутников и обломков космических запусков. Инциденты такого рода поднимают важные вопросы о допустимости запуска ракет и их последствий для экосистем и требуют обсуждения международного контроля над космическим мусором. Усиление контроля за космическим пространством и возможное введение новых мер по уменьшению количества мусора в космосе все более настоятельно требует внимания со стороны международного сообщества. Рыбы-фонари.
Рыбы-фонари, обитающие в тропических зонах океана, стали предметом исследований и восхищения благодаря своим биолюминесцентным областям, которые привлекают внимание и восхищение во всем мире. Эти существа могут достигать длины до 35 сантиметров и живут в глубоких водах, что создает загадочные картины подводного мира, наполняя его поразительной красотой и удивительными процессами. Их биолюминесцентные свойства служат не только для охоты на добычу, но и для общения между особями, создавая таким образом уникальные условия для жизни в глубоководной среде. Изучение этих рыб предоставляет возможность лучше понять механизмы выживания в условиях глубоководья, а также раскрывает тайны о том, как разные организмы взаимодействуют друг с другом. Кроме того, разговоры о биолюминесценции подчеркивают важность углубленного изучения морских организмов и их роли в устойчивости морских экосистем. Акула-призрак. В 2020 году в Индонезии была поймана акула-призрак, обладающая характерными чертами, такими как большая голова, короткие морды и огромные зеленые глаза, что делает ее одним из самых интригующих морских существ. Эти уникальные акулы обитают на глубинах от 500 до 2700 метров в Тихом океане, что делает их довольно редкими для исследований. Их необычайные характеристики требуют более глубокого понимания и углубленного изучения, предоставляя дополнительные возможности для изучения подводной экосистемы. Иллюстрация шокирующего факта, что в океанах могут обитать такие необычные существа, подчеркивает важность уважительного отношения и грамотного подхода к охране морской флоры и фауны. Исследование таких уникальных образцов дает надежду на открытие новых знаний о биологии и экологии, которые могут изменить наше представление о жизни в глубоких водах. Гигантская жемчужина. На завершение нашего путешествия по увлекательным находкам можно упомянуть гигантскую жемчужину, найденную на Филиппинах в 2006 году. Этот уникальный экземпляр весом 34 килограмма стал настоящим сокровищем, стоимость которого оценивалась в $100 миллионов. Эта жемчужина не только стала самой большой и дорогой в мире, но и вдохновила тысячи людей, надеющихся найти свои собственные сокровища на дне океана. История этого открытия привлекла внимание многих, подчеркивая то, как трудно и интересно находить редкие природные элементы, которые неоценимы и стали значимой частью культурной и экономической жизни общества. Гигантская жемчужина стала не только символом богатства, но и вдохновением для многих людей, привлекая исследователей и искателей приключений, которые продолжают искать и открывать для себя удивительные раритеты океана. Открытия, сделанные рыбаками по всему миру, вдохновляют нас и подчеркивают огромное значение сохранения морских экосистем. Эти находки являются напоминанием о том, как много удивительного скрыто в глубинах океанов и рек, и как важно бережно относиться к природе. Каждая история о рыбаках и их неожиданных находках открывает новые горизонты, побуждая нас исследовать и охранять природу, которая всегда готова удивить. Рыбалка стала не просто занятием, но настоящим приключением, дарующим нам бесценные моменты и уникальные открытия. Учитывая всю величину и красоту жизни под водой, можно с уверенностью сказать, что каждая новая находка — это шаг на пути к более глубокому пониманию нашего мира, его экосистем и о том, каким образом мы могут взаимодействовать с этой невероятной средой.